Знаете, что часто отличает работу начинающего мастера от профессионала? Не всегда форма. Очень часто это цвет. Именно он, цвет, может превратить классную идею во что-то невероятное. Или наоборот, все испортить. Вот сегодня мы как раз и поговорим о самом мышлении, которое стоит за созданием по-настоящему живых, чистых оттенков. Тут, по сути, есть два совершенно разных подхода. Первый — это, скажем так, путь коллекционера. Вечная погоня за новыми упаковками глины в надежде, что вот он, тот самый цвет сейчас найдется. Но в итоге часто получаются грязноватые оттенки и какая-то неуверенность. А есть второй путь. Путь алхимика. Это мышление, которое основано на создании, а не на потреблении. И здесь вместо десятков пачек чистота, плавность и, практически безграничные возможности. Да. Это такая знакомая ловушка. Кажется, что если купить еще и еще, то проблема решится сама собой. Но на самом деле секрет мастерства лежит совсем в другой плоскости. Секрет ведь не в количестве того, что лежит на полке, а в глубине понимания. И вот что интересно. Профессиональный подход, он на самом деле парадоксально проще, но при этом неизмеримо мощнее. Так сколько же на самом деле нужно? 5. Всего 5. И это число — настоящий ключ ко всей вселенной оттенков. И вот они, наши алхимические элементы. Красный, синий, желтый, черный и белый. Все. Из этого фундамента можно построить вообще что угодно. Это и есть та самая отправная точка для мышления создателя. Хорошо, но как это работает? Тут важно понимать, полимерная глина — это ведь не краска, это физический объем, у него свои законы. И чтобы цвет получался чистым, нужно переключить мышление. Думать скорее как скульптор, а не как художник, и понимать вот эти базовые принципы. Эти простые, казалось бы, правила на самом деле говорят об уважении к материалу. Но вот смотрите, темный пигмент, он всегда агрессивнее, он доминирует, поэтому его добавляют в светлый, а не наоборот, малюсенькую капельку красного в большой кусок белого, чтобы получить нежный розовый. И, конечно же, чистота. Глина моментально впитывает любую пылинку, так что это даже не столько правило, сколько, знаете, полезные привычки осознанного мастера. А вот теперь высший пилотаж — градиент. Если задуматься, в природе ведь почти нет резких, жестких линий. Посмотрите на закатное небо, на лепесток цветка, все плавно перетекает одно в другое. И вот создание таких переходов — это то, что по-настоящему оживляет любую работу. И у этого волшебства, конечно, есть имя. Эта техника называется Skinner Blend. Но это не просто метод. Это способ заставить цвета, танцевать и сливаться друг с другом, создавая что-то совершенно единое. В основе этого процесса лежит очень простая, но на самом деле гениальная мысль. Два цвета соединяются, раскатываются и складываются. И снова. Каждое такое действие — это не просто механика, это шаг к слиянию, при котором тысячи микроскопических слоев накладываются друг на друга. И вот именно в этом многократном повторении и кроется вся магия. С каждым новым циклом жесткая граница между цветами начинает таять, они проникают друг в друга, и рождается тот самый неуловимый плавный переход. Вот так две отдельные сущности, два разных цвета, превращаются в нечто единое, гармоничное. Это и есть алхимия в чистом виде. Но и да, для таких вот превращений могут понадобиться определенные инструменты, но даже здесь выбор зависит от личной философии работы. С одной стороны, акриловый молик — это такой путь терпения, почти медитативного ручного труда. А с другой — паста-машина — инструмент для точности, скорости и эффективности. И тут нет варианта лучше или хуже. Это просто разные подходы к достижению одной и той же цели. И вот, кстати, отличный пример того, как важно чувствовать материал. Дерево, оно ведь пористое, оно оставляет текстуру, а для чистого градиента нужна идеальная гладкость. Такое знание приходит только с опытом и вниманием к деталям. Так что же получается в итоге, если собрать все воедино, в чем же суть этой цветовой алхимии? Похоже, в основе всего лежат два ключевых понимания. Первое — это способность создавать бесконечное разнообразие из очень ограниченной базовой палитры. И второе — это умение добиваться плавного, гармоничного слияния этих цветов. Но вот что по-настоящему важно осознать, то, о чем мы сейчас говорим, это только один из слоев темы. Самый первый. Настоящее мастерство работы с цветом — это целое путешествие, полное личных экспериментов и открытий. Это глубочайшая область, которой посвящают целые курсы и исследования. Но сама суть, отправная точка, она всегда одна. Это простое любопытство и готовность пробовать.
Так что главный вопрос ведь не в том, как правильно делать, а в том, что теперь, когда сам этот принцип, сама философия стали понятны, какие совершенно новые, невиданные ранее цвета можно подарить этому миру.